Привет, друзья! С вами канал Power Device, и я хочу поделиться с вами такой интересной фишкой, как практически на все Android смартфоны установить виджет и погоду от телефонов Motorola. Также плюсом от тех же самых телефонов Motorola мы установим вот такие динамические суперобои. Они реагируют при нажатии на ваш дисплей. Итак, все, наверное, слышали про такие телефоны Motorola. У них есть своя оболочка, свои фирменные приложения, погода и так далее. Так вот, сейчас мы эти виджеты, приложения, погоду и обои установим на ваши смартфоны. Погоду я протестировал, достаточно точное, полезное и информативное приложение. Друзья, рекомендую смотреть ролик до самого конца и не перематывать. Сейчас за несколько минут расскажу все нюансы, все настройки, и вы выберете для себя, какие виджеты вам нужны и какие настройки. Итак, начнем с виджетов. Они добавляются щипком. Нажимаем виджеты, находим здесь вкладку виджет Moto и выбираем нужный нам виджет. Пройдемся по всем. Повторюсь, чтобы вы выбрали, который вам нужен, и лишние не устанавливали. Один из самых интересных — это первый. После того, как вы его добавили на рабочий стол, вот здесь снизу есть такая риска. Нажимаем на нее, и у нас меняется информация. Первое — это погода и часы. Второе — просто погода. Третье — просто аналоговые часы. И четвертое — это настройки. Зайдем в настройки. Это окно ни на что не влияет, просто выбираем время и погода. Чтобы вообще виджет начал показывать погоду, вот здесь в погоде добавляем свое местоположение. Текущее местоположение можно не включать, просто здесь нажимаем плюсик «Добавить новое». Пишем свой город и выбираем его. Здесь проверяем, чтобы стояли единицы измерения Цельсий, а также период обновления. Ставим либо 3 часа, 2 или час. Я ставлю 1 час. Шагаем назад. Также, если мы в этих настройках зайдем в часы, мы можем выбирать здесь цифровые либо аналоговые. Напомню, друзья, что все эти виджеты разные, и из них есть несколько самых интересных. Сейчас про них расскажу. Добавляем второй, в нем нет никаких настроек, это простой минималистичный виджет. Третий виджет классический. Здесь то же самое, это простой минималистичный виджет без настроек. А вот два последних виджета интересные, их стоит разобрать отдельно. Добавим сперва вот этот, адаптивный. Выберите прозрачность виджета. Цифровые либо аналоговые часы. Отображать ли здесь расход батареи? Далее просто делаем шаг назад. Итак, друзья, это адаптивный виджет. Если на нем удержать, подвигать и растянуть его, то он будет изменяться. Смотрите, какой еще момент. Нажмем на часы, у нас появляются все часы, которые установлены на нашем смартфоне. Например, это часы от Samsung, а это от Xiaomi. Я нажимаю «Запомнить выбор» и нажимаю на Xiaomi. Теперь этот виджет связался с часами Xiaomi. Они открываются при нажатии на виджет. Думаю, здесь все понятно. Также, если вы нажмете вот здесь сверху, то будет вызываться календарь. И естественно, если мы нажимаем вот здесь снизу на погоду, то вызывается приложение погоды от Motorola. Все-таки я считаю, что этот виджет стоит растягивать. Вот так. Теперь смотрите, если на этом растянутом виджете удержать, нажимаем «Изменить», мы также здесь можем менять часы. Все параметры нам понятны. Вот этот параметр, где цифра 20, это качество воздуха в вашем городе. Если мы нажмем на погоду, то качество воздуха в вашем городе мы можем увидеть здесь, вот оно. К слову говоря, этот виджет адаптируется под темный режим. Смотрите, если отключить темный режим, он становится белым. И сейчас покажу очень важную настройку, чтобы этот виджет правильно обновлялся и показывал вам погоду. Зайдите в настройки. Напишите в поиске настроек автозапуск и зайдите в эту настройку. Если таким образом автозапуск вам не удалось найти, то идем в приложение, разрешение. Здесь и должен быть автозапуск, у меня он написан по-английски. Найдите вот здесь виджет Moto и поставьте на нем галочку. Теперь он будет правильно обновляться. Последний виджет самый информативный, нажимаем на него. Смотрите, он отображает погоду на несколько дней. Либо если мы нажмем сюда, то погода отображается на несколько часов за сегодня. Также, друзья, прежде чем мы установим вот эти обои, хочу сказать следующее. Это погода от Samsung, зайдем в нее. Каждое приложение ссылается на свой сайт, на свою метеостанцию. Смотрите, перейдем на этот сайт weather.com. Так вот, погода от Motorola ссылается совсем на другой сайт. Это просто я сказал для вашей информативности. Пожалуй, у себя я оставлю вот такой виджет. Ну а мы перейдем к установке виджетов и обоев.
В моем телеграм-канале вам понадобится скачать вот таких два файла. Виджет Moto, а также обои Moto. Установите их себе на смартфон. Также не забудь подписаться на мой телеграм. Там я выкладываю много интересных файлов и полезных фишек. Итак, после установки файлов просто делаем щипок на рабочем столе, либо удержание, виджеты. Находим виджет Moto, ну а дальше вы знаете. Для того, чтобы установить обои, в Play Market скачайте Google обои, либо ссылку на них также оставлю в описании в мой телеграм. Открываем Google обои, находим живые обои. Здесь должно появиться интерактивные обои Moto. Выбираем их. Установить как обои. Друзья, должен сказать, что не на все Android смартфоны это может подойти. На какие-то эти обои могут не установиться. Вы должны это понимать. Если вы захотите удалить эти виджеты, погоду и также обои, зайдите в настройки, приложения, все приложения, 3 точки показать все приложения. В поиске по-английски пишем Moto. Вот они виджеты, а вот обои. Заходим в приложение, нажимаем удалить. Друзья, если у вас будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, постараюсь помочь. Желаю всем только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих видео. Пока-пока.